Привет всем игроманам! Это Следопыт с 8-м выпуском обзоров на старт. Все мы любим игры различной тематики с наличием некоторой хорошо проработанной атмосферой, позволяющей погрузиться в игру и словно самим пережить вымышленную или, может, реальную историю. Пожалуй, самую интересную атмосферу несут новогодние праздники, и моей задачей было вспомнить их и посвятить 8-й выпуск играм, связанным с темой Нового года и Рождества. Моим разочарованием было то, что найти интересную игру с такой атмосферой непросто или нереально. Либо такие игры только мне неизвестны, либо их просто не существует, по крайней мере из старых игр. Но это полбеды. Многие из известных игр являются либо мини-играми, либо специальными изданиями других игр с переработанной графикой, от чего игра становится странной. Либо это поделки с бредовым сюжетом, в каждую из которых играть по-своему невыносимо. А начну обзор с игры Five Star Freelines. Разработали в 2000 году Atomex и представляет собой известный Lines, оформленный елкой, игрушками, снежинками и музыкой из альбомов Жана-Мишеля Жарра «Оксиген», что неожиданно, но вписывается в атмосферу этой мини-игры. Цель Lines – перемещать шары так, чтобы они расставлялись по 5 в ряд, после чего исчезали. Расставлять можно по горизонтали, вертикали и диагонали. Но сделать это нужно с минимальным количеством ходов, потому что с каждым ходом добавляется еще 3 шара в случайной позиции. Но есть кнопка отмены хода на тот случай, если последнее действие было неудачным, или чтобы переместить в наиболее подходящую позицию. А с повторным ходом новые шары появляются так же, где и в предыдущий отмененный ход, что дает возможность не промахнуться. Еще одна мини-игрушка – это Funny Ball Christmas Edition. Она разработана Сергеем Пожиловым и вышла в том же 2000 году. Основана на игре Funny Ball. Ее название мало о чем говорит, игру с таким названием легко спутать с какими-нибудь другими. Смысл простой – нужно провести шарик до конечной точки, передвигая прямоугольные фигуры в двух направлениях – по горизонтали или по вертикали. Это игра для отдыха, и каких-либо проблем с ее прохождением нет. Причем здесь Новый год? Оформление? А теперь переходим к очередной простой игре. Называется она «С Рождеством». Была разработана компанией Nikita в 1994 году. Целью игры является очистка снега за ограниченное количество времени. Все бы ничего, но он также падает с крыш и с каждым следующим уровнем становится сложнее. Жаль, но количество уровней в игре, не удивляйтесь, всего 3. Для тех, кто любит разный трэш или просто из интереса. Тем, кому чистки снега хватает в реальной жизни, рекомендуется обратить внимание на что-нибудь другое. Santa's Xmas Cape разработали Zeppelin Games в 1992 году под Амигу. Санта должен собрать все подарки, которые он случайно выронил. Выронил, значит, сам молодец! И, судя по масштабу, подарков было очень много. А этот старый растяпа потерял их все, как история умалчивает. А чтобы собрать их, нужно помочь, и придется хорошо постараться. Что имеем на первом уровне? Крыши, висячие платформы, по которым можно и нужно прыгать, и забор, который именно здесь расположен так близко, что если шлепнешься, то непременно на него. Как назло, откуда-то взялись еще и какие-то монстры. Замечательно. Это точно Рождество, а не пятница 13 числа.
Почему кто-то желает испортить праздничную атмосферу, превратив ее в зимний кошмар? Дальше первого уровня я проходить не стал. В 1993 году ее переиздали под DOS, и играть стало комфортнее. Ночное звездное небо. Что это за мода делать его полосатым? В 1999 году вышла игрушка про каких-то пушистых колобков Funny Fairies 2 Xmas. Ее разработали BDJ Entertainment. Игра на двоих, и как такового режима прохождения у нее нет. Все, что нужно, это победить в раунде противника колобка другого цвета, за которого играет другой человек за тем же компьютером. Я думаю, вы понимаете, что это играть вдвоем с одной клавиатуры. И речь идет не об удобстве физическом, а о том, что уже сколько лет существует компьютер, а с нажатием нескольких клавиш одновременно все еще ограничения. В принципе, если не нажимать клавишу удара в прыжке вперед, то это можно пережить, но все-таки. Что связывает данную игру с новогодней или рождественской атмосферой? Только сюжет, ведь действие происходит в тот самый период. Все. Перед вами скролл-шутер под названием Interpose Xmas Greetings. Ее разработали Twilight Zone Software в 1996 году. Очередной трэш, подумала я. Это не совсем так, хотя вопрос здесь спорный. Эта игра всего лишь демо-версия с единственным уровнем на рождественскую тематику. Базируется на оригинальном Interpose, и полной версии Xmas Greetings не существует. Все оформлено в рождественском стиле, и для скролл-шутера как-то это слишком. Если в оригинальной игре ты против космической техники, то здесь против кого? Санта-Клаусов, их оленей и прочих, извиняюсь, тварей. Много ограничено пространство для маневра, но зато выстрелы впечатляют. Сложность игры выше, чем у оригинала, и начинать заново быстро надоело. Я не вытерпел это и просто бросил. Santa Slayer – очередная странная поделка, разработанная в 1996 году Digital Dialect. Возникает вопрос, очень большой вопрос. Зачем? Зачем портить атмосферу жестокостью? Если кто-то не любит Новый год или Рождество так, чтобы выпустить такое и найти единомышленников. А управление? Зачем его делать таким, чтобы ты к нему еще и привыкал как к симулятору? Симулятор злого Санты? I got it! I have a great idea. This year, the Who's will pay. Гринч – персонаж старого произведения, который ненавидит Рождество и пытается испортить все веселье. Не знаю, что ему не нравится, зависть к чужому счастью. Более того, непонятным для меня является то, что, с одной стороны, персонаж злой и сильный, но поведение его очень странное для злодея. Конечно, можно сказать, что это всего лишь история для детей, но это стандартное оправдание очередной бессмыслицы. Разработанная в 2000 году игра от Artificial Mind and Movement, вышедшая на консолях и ПК The Grinch, представляет аркаду от третьего лица. Играем, собственно, за зеленого и его собаку. Hey Max, listen to me, boy. There's another spare key in the next room. Go get it. Первое впечатление, что перед тобой так себе игра, тут уже дело вкуса. Видно, что в целом над игрой постарались, но не та атмосфера, странный геймплей, сюжет. Чего стоит управление? Действие можно оправдать тем, что это всего лишь юмор, но юмор, сами знаете, тоже бывает разный. Увы, но не заинтересовало меня с самого начала, и терпения играть дальше просто не хватило. Groovy.
Duke Nukem 3D вышел весьма удачным шутером, и под него выходило несколько дополнений, одно из которых называлось Nuclear Winter. Его разработали Simply Silly Software в 1997 году. Инопланетяне снова вернулись и пытаются использовать Санту, чтобы захватить мир. Дюк отправляется на Северный полюс, а дальше как всегда. Что нового в игре? Добавлено немного монстров, хотя скорее это была замена или внешнее изменение старых, к примеру, шапочки. Как и в оригинале, сюжет не особо замысловат, но праздничная атмосфера для шутера про инопланетян больше напоминает очередную красивую обертку, хотя для этой игры она не очень нужна. В итоге вышло не хуже оригинала. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Вот таким играм был посвящен 8-й выпуск редко выходящих обзоров. И на этом должен попрощаться до следующего неопределенного времени. С вами был Следопыт. Пока.